Всем привет! Ну что, добьем этот Audi 80 с поршнями, с прогаром. Надо уже как-то выгнать уже. Так что будем сейчас вставлять. Смотрите. Так, ребят, имеем поршень, да. Нам надо как-то это все обжать, правильно кольца поставить, да. Помним, да, по 120 градусов дом было. Там ставим, там, например, час, прорезь час, да, потом ставим, ну, приблизительно где-то 6 и низ куда-то, я не знаю, там 10, ну, около того, да. Так, я забыл смазать. Надо смазать. Сейчас еще раз сделаем. Смажем все. И сейчас можем поставить. Так. Вот и так, да? Да. Берем такую штучку. Хорошенечко обжимаем, вкладыш, да, ставили. Так. Немножко можем еще поджать. Нормально. Я обычно вот так подбиваю. Так, есть. Так повторяем все. Будем прикручивать снизу. Так, все, ребят, поршня поставили. Крышки мы поставили все 4. Затянули 30 ньютон 90 градусов. Сифон тоже поставили. Сейчас ставим поддон и ставим головку. Так, поддон поставили. Поршни есть. Шатуны затянуты. Все там есть снизу. Тут мы поверхность почистили сколько могли. Прокладку новенькую мы надобыли. Так, что, колодцы обязательно чистим, да, все, чтобы там ничего не было. Ставим прокладочку. Сейчас найдем, как она должна стоять. Так, не так. Нет, не так. Вот так. Так, есть. Так. Голову мы уже подобрали, почистили. Так, голову мы подготовили в прошлом видео. Так, нам надо, наверное, это заранее поставить. Наверное. Как она тут должна стоять-то? Так или так? Или все равно? Выглядит, что вообще все равно. Ну ладно, поставим так. Да? Или так? Вообще не вижу разницы. Ну ладно. Надо поставить.
Аккуратно. Поверхность не царапаем. По возможности. А, у нас направляющие нужны только для прокладки. Очень смешно. Да. Ну ладно. Сейчас почистим болты. Я забыл до этого это сделать. Так. Закидываем шайбочки. У нас есть. Так, берем. Немножко тут мажем. Ну так, чуть-чуть. Болтик. Так. И закидываем по одному. Шайбочка. Болты старые, потому что они довольно-таки крепкие, и их вроде как надо менять, но так как сейчас и купить нормальные болты особо проблематично. Эти материалы уже сырые. Ну и ради экономии тоже. Хорошо, пойдет старый. Если была бы машина какая-нибудь мощная, то да, надо было бы что-нибудь думать. Так, что берем дальше. Чем-нибудь надо прикрутить. Так, здесь ручку. Там почему-то проречный. Ну ладно, наверное, здесь не нужно направляющего. Чуть-чуть туда не сюда, такое видно направление. Так. Берем такую бумажку. Вот момент. 60. Первое. Ой, 40. Потом 60. Потом 2 раза по 90. Ну вот. И порядок затяжки. Ну, будем делать. Выставляем. Сколько там? 40. Где 40? Вот. 40. 40. И затягиваем. Что это за звуки? Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так, берем 60 ньютонов, да? Сейчас найдем, где у нас 61 минус 1. Вот так. Проходим опять. Раз. Два. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, что у нас там дальше? У нас там дальше 90 градусов. Ключик обязательно надо отпустить, чтобы он продолжал работать в дальнейшей жизни. Иначе он сломается. Так. Берем, я думаю, побольше вороточек. Удлинитель нам тоже, наверное, будет мешаться. Так. 90 градусов. Так, первый. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9. 10. Ну что, и пока теплая, давай еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9. 10. Ура, мы это сделали. Да. И болты не сломались, не потянулись. Это супер. Потому что если сейчас сломались бы, это было бы весело. Ну что, ребят, теперь надо все это обратно сложить. В той же последовательности, как мы разбирали. Ну, будем показывать, как это тут все происходит. А сейчас можем закинуть. Ну хотя можем прикрутить коллектор выпускной. Смело, да. Чтобы меньше болтиков было, что искать. Болты, конечно, очень старенькие.
Ну, что поделать. И машина старенькая. Ура! Так, выпускной коллектор у нас прикручен. Это хорошо. Давайте закинем компенсаторы и распредвал, чтобы мы могли закрыть клапанную крышку, чтобы туда ничего не падало. Так, нашли коробочку. Так, вот компенсаторы. Мы их немножко тут можем немножечко закидать маслицем. Раз. Смотри. Так, компенсаторы у нас есть. Так, что мы дальше делаем? Ищем распредвал. Надо будет еще сальник нам поменять с вами. Но сейчас его поставим, распредвал, и тогда открутим шкивок. Потому что не хочется его так на весу откручивать. Холодный какой-то очень. Так, накидаем тут немножко смазочки. А тут у нас маслице было. Уже было занято маслом. Так, ставим распредвал. Наверное, в положении каком-то. Где у нее меточка была? Меточка. Ну, наверное, вот так как-то будем ставить. Так, крышечки. Так, вспомнить бы, где он был. Это что за цифра? 4? 4 или 1? Что это за цифры-то вообще? 5. 2, 3, 5, 2, 3. Офигенно. Значит, это 4. 3. 1 это. Так, это 4. Раз, два, три, 4. Вот.
поставим сюда. Так, нам надо третью. Так, третья. Крышечки почти все поставили. Затяжка, я честно не знаю, не смотрел. Но я думаю, где-то 12 ньютон, я думаю, что будет отлично. Тянем аккуратно. Лучше руками. Равномерно. Хотелось бы проверить, как он ходит, не ходит. Чуть-чуть. Ходит. Хорошо ходит. Теперь можем открутить шкив. Так, у меня там сделана такая приспособа. Просто к монтажке приварены 2 болта, 2 шпильки и все. Уже можем удерживать. Затянуто хорошо. Хорошо затянуто. Сальничек достанем, просто хочется новенький поставить. Внутреннюю. Ну так, с маслицем немножко смажем. Нужна оправочка. Оправочки у нас нет. Сделаем очень опасную вещь. Вот так вот засунем очень аккуратно. Очень аккуратно. Почти. Почти. Оправочку можно изготовить из бутылки пластмассовой. У нас тут нет бутылок пластмассовых. Шпонку не теряем. Так, у нас есть, ничего не
Не заломалось ничего. Отлично. Тут краюшки надо обезжирить. Потому что тут надо положить герметик. Так, ребят, вот тут чуть-чуть надо герметика. Буквально вот вообще чуть-чуть. Да. И тоже можем прикручивать. Ну да, нормально. Так, у меня с собой нету маленького динамометрического, поэтому я затяну по своим ощущениям. Что мы дальше тут можем наделать? У нас тут надо вот это закрутить. Мы же с вами откручивали уже это. Надо обратно прикрутить. Так, это есть. Так, что мы дальше имеем? Так, по поводу зубчатого чуть-чуть попозже. Я думаю, надо закрыть клапанную крышку, чтобы туда ничего не сыпалось. Немножко тут зальем, чтобы компенсатором стенки нормально было. Такую штучечку надо поставить. Разбрызгиватель масла. Как он тут идет? Что-то не очень. Может так? О, так уже лучше. Клапанная крышечка немножко подотмыли. Да? Зубчик не совсем совпадает у нас. Значит, я нарисовал тут правильно. Немножко вперед. Оп. И есть. И мы не можем поставить, да? Или сможем? Так, перчатки отдай. Так. Так, это есть с натяжечкой. С натяжечкой придется повозиться. Это точно. Что мы можем придумать? Тут нужен спецключик. Так, сейчас что-нибудь придумаем. Так, с зубчатым разберемся попозже, потому что у меня тут
нет этой крышечки, я сам делал ее, и не совсем понятно, зуб вперед или зуб назад по этой крышке. Надо немножко мне посмотреть подсказку в компьютере, и где эта метка. Здесь еще одна есть. Она должна совпадать с плоскостью, либо она должна совпадать с верхней крышкой, потому что это верхняя крышка плюс клапан крышки, прокладка. Но это целый зуб. Ну, зуб это дофига. Так что сейчас соберем все эти трубочки наши тут как-то, флянчики, и тогда добьем это дело. Оставим на потом. Так, тут обезжиривать надо. Так, обезжириваем. Потому что тут уже немножко есть окислы. Тут без герметика никуда. Довольно-таки много надо будет. Окислов уже много, старенькая уже машина. Надо. Уже добавлять герметики. Так. Держится. Так. Задний флянец. Наверное, чуть-чуть почистить надо. Сзади без герметика тоже не обойдемся. Там тоже все в окислах. У старых машин уже без этого не обойтись. Будем пробовать как-то так. Так, дальше. Дальше что? Дальше давай будем ставить впускной коллектор. Так, нам нужна новая прокладка. Так это, наверное, да, идет. Наживляем. Так, как наживить-то еще? Этот, мне кажется, тоже был где-то здесь. Может быть так? А может быть так? Есть. Так, что нам еще надо? Вот эту трубочку надо поставить. Хомутик прикрутить.
Так, это тоже есть. Так, что дальше? Мы тут что-то открутили. Какие-то визоры, какие-то железки. Такая железка. Хорошо. Так, хрена туда. Как-то интересно. Различный туда. Попробуем. Наверное, это. Вот. Так, этот затянем попозже, потому что у меня нет ни одного рожка. Вот так вот. Так, это что у нас? Вентиляция бака. Дальше. Вот эти провода можно было бы тут, наверное, даже поставить. Так. Это идет сюда. Это идет сюда. Сюда. Так, этот провод мы откусили, попозже его припаяем. Это идет сюда. Так, что у нас дальше? Так, эту трубочку мы, мне кажется, сломали. Где-то тут была трещина, ну да, как камень. Сейчас это подумаем, как это разрешить. Это пусть будет. Так, что дальше? Можно залить масло. Так, нальем 4. Пока что. Так, мы могли бы еще перекрутить фильтр. Новенький поставить. Из него ничего не вытекает, потому что он замерз, наверное.
Затянули от руки. Поищем щуп, посмотрим, сколько там теперь масла. 2 уровня, отлично. Ну ладно, сейчас уйдет. Перестарались с маслом. Так, крышечку украли. Возвращаем. Что нам еще надо? Что нам еще надо? Трубочку нам надо. Припаять провод. Ключик на 17 надо. С зубчатым разобраться надо. Разобраться с зубчатым. Ну, давайте разбираться. Сейчас сделаем паузочку, я посмотрю подсказку. Так, трубочки все мы поставили. Провод припаяли. Крышку поставили. Зубчатым. Пришлось купить вот эту пластину, потому что я просто не мог понять, зуб вперед или зуб назад. Может, тут есть одна метка есть. Сейчас посмотрим, где она. Вот та. Вот эта метка, она должна быть здесь. У меня вот этой штучки не было. И там изнутри есть шкива еще одна метка. Но вот с ней не совсем понятно. Как бы по мануалу написано вроде здесь, но можно поставить над клапанной крышкой или под клапанной крышкой. И вот непонятно. Поэтому я лучше куплю вот такую пластмасску. Купил пластмасску, и теперь у меня вот эти обе совпадают. И теперь я понимаю, что метка внутренняя должна быть вверху клапанной крышки. Так что зубчатый мы поставили. Метка должна быть это здесь. Внутренняя над клапанной крышкой. На трамблере там есть сечение. И тут в окошко в коробке должно быть на полнуля. Теперь, что мы имеем? Все, закрепили генератор, все нормально, зубчатый тоже. Теперь момент истины. Наверное, надо замерить компрессию, что у нас там получилось в итоге в этом моторе. Ну что, померим? Нам нужно питание. Нужен тот же прибор. И посмотрим, насколько мы там насобрали компрессии. Так, оператор смотрит здесь. Так, ну, у нас 11. Да, в первом 11. Во втором 11. Стабильно идем.
12. Ну, хорошо. И тут, ну, чуть больше 11,5. 11. Отлично. У нас одинаково. Одинаково есть. По заводу новый мотор, он норма, мне кажется, было с 9 до 13. Критическая 7. Хотя, мне кажется, если хотя бы 5 есть, то еще можно поездить. Ну, 5 уже, конечно, я бы сказал, действительно 7 критическая, да. Так, закручиваем свечи. Ставим крышечку верхнюю. Так, где свечи? Свечи. Так, свечи. Красиво, когда новенькие свечи. Так. 4. Третий, 4. Интересно. Так, подожди, что тут происходит? 1, 2. Один, 3. 1, 3, 4, 2. Так, ну теперь порядок правильный. 1, 3, 4, 2. Так, вот так. Все нормально. Тут у нас все есть. Сейчас можем еще раз убедиться над тем, что у нас прикручен натяжитель. Есть. Ставим крышку вот эту вот. Вот эту вот. Ставься. Что не ставится? Ну вот так. Когда надо, не ставится. О. Ну вот. Есть. Отлично. И держится даже. Супер.
Так, что дальше? Коммутатор можем вернуть. Ну что, теперь заводим. Запускаем двигатель. Ой. Так, работает? Шепчет? Шепчет. Еще пару лет поездит. Теперь надо прогреть, немножечко обкатать, и можно гонять.